Вот так они подогнали УАЗик, мы лежали связаны. Они нас тут как собаку так повытаскивали за ноги. Тут набежала вся эта шайка, соответственно. Попинали, одели обратно мешки и спустили вот в этот подвал. Где Вы помните, в какой камере? Конечно, вот она, родимая. Мы вдвоем тут связанные лежали, в этой камере. Здесь, в этой камере, лежал вот этот бизнесмен, стонал. Сюда, сюда они, бывало, своих кидали. Кто, короче, если накосячит. Просто ничего такого не давали. Матрасы нам дал через 2 недели замполит. Через 2 недели какой-то замполит сжалился, говорит, а что они, говорит, лежат на этих, на земле. Это я свои дни отмечал. Там вон свет видно просто. Вот сейчас видно, как сейчас день вот светится. Там же вытяжка, его как раз труба, и она светится. По ней мы определяли утро, обед и вечер. Ну смотри, вот высота. И вот так, получается, к решетке я висел. Когда, извини меня, я был, нога пробита, и я весь разбитый-перебитый, сидел, потом кровь с головы щухивал. И когда руки, извини меня, вот так до мяса от стяжек за сутки, уже аж до мяса проедались, и мне никто помощи не оказал в данный момент. Вот Душ это был? А? Душ был тут? Кто? Душ. Какой душ? Спасибо, хоть через день в туалет начали водить нормально. Вот сюда мы себе в голову ходили, выкопаешь ямку, как котик, и вперед. Это лестница в пытошную. Где проводился допрос. Там есть куда подняться? Как называли комнату? Мы называли ее пытошная, а они называли ее процедурная. У них был что такой товарищ мясник. Если кто-то не соглашался на что-то, там такая бугаина громадная, он ломал людей. Ну, людей убивал просто, забивал до смерти. Ну, самый жесткий одному хотели, короче, ногти ему там пытались дурать. Ну, что они выпытывали, сколько вам платят, сколько, где ваши россияне, где ваши чеченцы, где ваша техника и тому подобного. Но сначала они просто тупо били, и один вопрос, сколько вам платят. И чего вы продали Украину. Я говорю, никого не продавал, говорю, стал за свою родину. А что случилось с командиром? Почему? Его отравили. Чем? Зачем? Я не знаю зачем. Утром нас покормили, в обед он скончался. У него начались галлюцинации. Он начал бредить и просто скончался. В этой камере часто очень привозили новых и избивали их часто. В камере было? В камере, да, прям слышно было. Били прикладами. Возили вырезано, у него сепар на теле ножом. Вы видели сами? Да. Ну, конечно, неприятно это все вспоминать. Думал, вообще отсюда не выберусь, если честно. Как сердце ёкает у вас? Да, конечно, ёкает такое. Просидеть месяц в этой яме, весь черный, грязный. Как думаете, здесь где-то есть захоронение? Я думаю, да. Где-то есть, надо искать. Что чувствуешь ты сейчас здесь? Честно? У меня была дикая мечта сюда на БТРе заехать. Конечно, неприятное воспоминание, что здесь происходило. Правда, самое больше за командира ехать. Потому что его тело до сих пор не найдено. И сколько мы тут с ним пережили, бедные. Я реально думал, никогда отсюда не выйду.